Приветствую вас на канале Бурмикс. С вами дядя Миша. Чем ближе к отпуску, тем больше хочется экзотики. Вот сегодня я буду готовить кюфту бозбаш. Это густой азербайджанский суп с тефтелями. Будет очень вкусно и очень сытно. Готовим! Начинаем с приготовления бульона. Я в холодную воду закладываю вот такие симпатичные ребрышки баранины. Можно использовать говядину. Ни соль, ни специи не добавляем. Готовим бульон около 2 часов при слабом кипении. Пока варится бульон, подготовим фарш для кюфты. Нарезаем зелень петрушки. Если любите кинзу, то лучше использовать кинзу. Говядину и лук я заранее пропустил через мясорубку. В мясной фарш добавляем промытый круглозерный рис, соль, сушеный базилик, сушеную мяту. Если есть свежие, то лучше свежие. Сюда же добавляю нарезанную петрушку, немного черного свежемолотого перца. И теперь тщательно вымешиваем фарш. Чтобы наши тефтели в процессе варки не разварились, отбейте хорошенько мясо. Тогда оно станет вот таким эластичным. И теперь формируем кюфту. На ладони делаем вот такую лепешку из фарша. В середину закладываем чернослив. Лучше покупать кисло-сладкий чернослив. Тогда получается вкуснее. И теперь скатываем вот такой шарик. В результате у меня получилось 10 вот таких великолепных мясных шариков. Тем временем у нас приготовился бульон. Я его готовил ровно 2 часа. Напоминаю, бульон не соленый. Извлекаем из бульона бараньи ребрышки. Сейчас я их обмажу кисло-сладким соусом и запеку в духовке в течение 10 минут. Будет очень вкусно. Но что получилось, покажу в конце выпуска. А мы тем временем фильтруем бульон через сито. Наливаем в 4-литровую кастрюлю примерно 1 литр, литр 200 бульона. Опять ставим бульон на плиту и ждем, когда бульон вновь закипит. Теперь нут. Я его вчера вечером хорошенько промыл и залил холодной водой. Утром, конечно же, он хорошенечко набух. Вот смотрите, вот так вот он набух, а вот такой он маленький был. Теперь сливаем с нута воду, а сам нут закладываем в бульон. Туда же отправляем кюфту, или по-нашему тефтели. Как только закипит, убираем пену и варим 30 минут. А сами пока нарезаем картофель. Картофель нарезается крупными кусками. Примерно вот такими. Теперь нарезаем лук. Такими вот средними кусочками. В глубокой сковороде растапливаем курдючное сало. Если нет курдючного сала, можно обжаривать на растительном масле. Как только жир вытопится, добавляем шафран. Если нет шафрана, можете его заменить куркумой. Перемешиваем и добавляем сюда лук. Обжариваем лук до золотистости. Прошло 30 минут. Добавляем в кастрюлю обжаренный лук. Картофель. Как видите, у меня кастрюля 3-литровая. Нет у меня 4-литровой. И получается прям поджвак. Потому я в самом начале сказал, что лучше использовать 4-литровую кастрюлю. И вот только теперь добавляем соль. 2 лавровых листа. Накрываем крышкой и готовим при среднем кипении еще 20 минут. Пробуем на вкус. Если не хватает соли, добавляем соль. У меня идеально. Выключаем плиту и даем супу настояться минут 10. За это время он как раз перестанет кипеть и немножко остынет. А мы тем временем через чеснокодавилку выдавливаем чеснок. Если хотите, можете его мелко нарезать. И в слегка подостывший суп добавляем чеснок. После того, как добавили чеснок, больше суп не кипятим. Теперь накрываем крышкой и даем еще 10 минут постоять. Вот и все. Азербайджанская кюфта бозбаш готова. Обязательно в тарелке должно быть как минимум 2 кюфты. Очень аппетитно. Обязательно посыпьте зеленью петрушки или кинзы. Ну все, теперь пробуем. Вкусное и очень сытное блюдо. Даже сложно сказать, что это такое, первое или второе. Можно подавать и на первое, и на второе. Всегда будет сытно и вкусно. Но, конечно же, всех вас интересует, что же там с ребрышками получилось. А ребрышки получились, смотрите,
изумительные. Они очень вкусные, очень нежные. Обязательно приготовьте. Соус я использовал, который готовил в прошлой программе при приготовлении куриных ножек. Великолепно получается. Но если не хотите заморачиваться с соусом, можете просто ребрышки обмазать соусом терияки и также запечь. Будет не менее вкусно. Как видите, приготовление кюфты Босбаш остается без отходов. Все идет в дело, и получаются два великолепнейших блюда. Так что готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока! Борг.